Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодняшнее видео посвящено пересадке вновь приобретенных растений. Это растения из частной коллекции, не магазинные кусты. Приобрела я их совсем недавно. Обычно сразу после пересадки после покупки стараюсь пересадить растения. Многие считают, что лучше оставить их, пусть они адаптируются к окружающей среде, и только после этого приступать к пересадке. Мое мнение, что так не стоит делать, потому что, во-первых, растение, попадая в новые условия, оно испытывает некий стресс, адаптируется. Только оно пришло в себя, мы снова его пересаживаем. Опять новый стресс. Мое мнение, что пересаживать надо сразу, после приобретения. Однако у меня в этот раз не получилось сразу пересадить растения, потому что не было подходящего кокосового субстрата. Сейчас субстрат есть, и мы хотим его пересадить. Кстати, хочу вам показать. Вот такой кокосовый субстрат мы купили. Посмотрите, какая крупная фракция. При его использовании даже не стоит добавлять чипсы, потому что и без чипсов довольно-таки неплохо выглядит. И у нас верховой торф. Это настоящий сфагнумый верховой торф. Обратите внимание, какая фракция. Он гораздо светлее, чем торф-огородник. Единственная разница, что торф-огородник мы не замачивали перед использованием, а этот также придется замачивать, как и кокосовый субстрат. Вообще, в ближайшее время мы хотим снять новый видеоролик, в котором представим вам этот грунт, еще некоторые кокосовый субстрат других производителей, и покажем вам, в чем разница между тем или иным грунтом. А там вы уже сделаете свой выбор, какой субстрат вам больше подходит для пересадки. Итак, приступим к пересадке растений. Итак, первое растение — это Anthurium Share Coral. Как я сказала, я опоздала немножко с пересадкой. Это растение у меня находится примерно 1,5 недели. Со слов хозяйки, этому растению 1,5 года. На мой взгляд, оно слишком маленькое для 1,5 лет. Как минимум оно должно в 2-3 раза быть выше. Возможно, растению не хватало освещения. Насчет питательных веществ не могу сказать, потому что нет хорошего освещения, значит, и растения не так требовательны к питательным веществам. Грунт. Обратите внимание на грунт. Со слов хозяйки, это универсальный грунт с добавлением вермикулита, перлита и сосновой коры. Скажу сразу, что мы не считаем, что универсальный грунт подходит для антуриума. Во-первых, грунт тяжелый. Основной принцип воздухопроницаемости он уже не поддерживает, не осуществляет. Что касается вермикулита. Вермикулит тоже не подходит для антуриума, впрочем, как и для других растений, так как он не инертен. Что касается вермикулита, ничего плохого я так прям сказать не могу. Перлита, извините. Ничего плохого сказать не могу. Единственное, что по моим личным наблюдениям, со временем он поднимается на поверхность грунта. В результате он уже не беленький, он уже желтым оттенком. И эстетический вид нарушается, скажем так, выглядит не очень приглядно. К тому же, если перлит поднялся на поверхность грунта, значит, внутри горшка его нет, значит, его основная функция – это воздухопроницаемость тоже нарушена, значит, зачем он там нужен? В принципе, не будем углубляться в эту тему, каждый решает сам, какой грунт использовать и какие компоненты в него добавлять. Давайте сейчас извлечем растение из горшка и посмотрим, что у нас с корневой системой. Довольно-таки плотно сидит в горшке. И горшок, видите, его даже помять невозможно. Тоже довольно-таки плотный. Так, вытащили. Смотрим. Посмотрите, какой грунт. Он даже на ощупь какой тяжелый, как
как спрессованный. Сверху казалось, что он сухой, а внутри, конечно, я бы не сказала, что он вот такой прям воздушный. Ладно, смотрим корешки, что у нас получается. Так. Ну, вот это корневая система растения, которому уже 1,5 года. Вот. Ну, как видите, все не очень хорошо. Вот воздушные молодые корешочки у него идут от ствола. Они, конечно, розовенькие, красивые. Ну, а здесь корни очень тоненькие, очень слабенькие. Сейчас мы очистим растение от старого субстрата и пересадим. Ну, надо отдать должное, конечно, хозяйке. Она все-таки сумела правильно нормализовать полив растения, что загнивание в таком грунте не произошло. Но, тем не менее, мы посадим его в свой грунт, к которому мы уже привыкли и который считаем самым лучшим. Так. Следующее мое приобретение – это Антуриум юте. Этому растению, со слов хозяйки, примерно год. Но, на мой взгляд, оно выглядит хуже, чем предыдущее. Посмотрите, на листьях заметный хлороз. Листики светленькие. Вот нижний лист совсем светлый. Видимо, растение тянет питательные вещества из него. Горшок, на мой взгляд, для этого растения уж слишком велик. Что касается грунта, ну, здесь у нас, видимо, универсальный грунт на основе низинного торфа. Как я уже сказала, универсальный грунт, а тем более на основе низинного торфа, ну, совершенно не подходит антуриуму. Итак, давайте извлечем растение из горшка и посмотрим, что у нас с корневой системой. Опа. Так. Посмотрите, какой грунт. Ну, разве он подходит для антуриума? Сами посудите. Так. Ну и корневая система соответствует тому грунту, в котором находилось это растение. Как видите, для годовалого растения такая корневая система, ну, это совсем ни о чем. Итак, сейчас мы тоже очистим его от старого субстрата и покажем, что у нас вышло. Старый грунт убрали с корней. Смотрим, что у нас осталось. Это шер-коралл. Как видите, корни растения неплохие, подгнивших участков нет. Единственное, что я бы удалила, это вот эти темненькие корешки. Что я сейчас и сделаю. Остальное все я оставлю. Хотя корни слабенькие, тоненькие, но я считаю, в нашем-то грунте с добавлением еще и микоризы они довольно-таки быстро пойдут в рост, окрепнут, потолстеют и будут отлично работать. Следующее растение – это Антуриум юте. Здесь вот что у нас есть. Также корни подгнивших участков нет, корни довольно-таки здоровые. Единственное, что вот этот корешок я все-таки отрежу. Считаю, что он лишний. Так. Отрезали. Растения готовы к посадке. Срезы обрабатывать мы ничем не будем, так как при посадке будем использовать микоризу. Считаем, что этого вполне достаточно. Грунт второго состава. Мы его приготовили. Обратите внимание, какой хороший грунт. Здесь и влагоемкость, и воздухопроницаемость, и подходящая кислотность. Все, что требуется для антуриума. Идеальный грунт.
В горшочке на дно засыпали немного грунту. Садить будем в пол горшка, так как чтобы у нас была возможность в дальнейшем подсыпать свежий грунт. Микориза. Ее обязательно будем добавлять. Как вы видели в последнем видео, мы обходились без нее, так как в наличии ее не было. Но сейчас она у нас пришла в достаточном количестве, поэтому не жалеем, щедро подсыпаем. Подсыпали. Аккуратно погружаем наше растение и оп, обрезанный кусочек попал. Убираем обязательно и добавляем свежий субстрат. Эти молодые сверху корешочки, прям такие розовые, красивые. Сейчас растение задышит и быстро начнет расти. Так. Одно растение готово, посажено. Следующее. Также на дно немножко грунта, микориза. И садим наше растение. Здесь очень много воздушных корней. Вот сверху на стволе, посмотрите. Надо заглубить так, чтобы и эти воздушные корни ушли в грунт. Засыпаем. Тоже, я так думаю, растение будет отлично себя чувствовать в свежем грунте, хотя бы задышит, в отличие от универсального грунта. Так, тоже растение посажено. Цветочек мы срежем. Ну, совсем для... Еще одно растение у нас посажено. Итак, растения пересажены. Каких-то особых условий для них, то есть каркас какой-то, либо тепличных условий, какие-то пакеты создавать, мы считаем, не следует. Хорошее освещение, высокая влажность воздуха и хорошая температура. Это все, что надо для этих растений. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго.